Всем привет, с вами Алексей Скандальный с новым скандальным таким комментарием по теме уже пензенского губернатора. Немного странно, что я перехожу от муниципального вопроса к более такому федеральному вопросу, но скандал громкий, скандал слышен, и поэтому я не мог пройти мимо него, я касаюсь его тоже со своими комментариями, со своими мыслями, которыми и делюсь с вами сейчас. По подозрению в получении взятки в 31 с лишним миллион рублей задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Возбуждено уголовное дело. Также задержан глава группы фармкомпании «Биотек» Борис Шпигель. В свое время он был сенатором от Пензенской области, его жена и еще несколько человек. По оперативным данным, они через посредников передавали Белозерцеву деньги и ценности в обмен на госконтракты на поставку лекарств. И прежде всего от ковида в больнице региона. В рамках уголовного расследования уже прошли обыски в рабочих кабинетах и квартирах фигурантов. И вот кадры изъятого у задержанных. Десятки пачек пятитысячных купюр, по данным следствия, порядка 500 миллионов рублей, дорогие часы, драгоценности. Информагентство сообщает, что Белозерцев уже доставлен в Москву. Вы только вдумайтесь, 31 лям деревянных денег, за которые приняли этого типажа. Вот Белозерцев — это губернатор Пензенской области. 31 лям. И еще 500 лямов нашли при обыске. Кроме цацок там нашли, кроме всяких разных побрякушек, которые он хранил там под подушкой или в шкатулках, может под половицей где-то. Я не вдаюсь в эти тонкости такого толка, что ли, да, то есть где-то припрятать, прихерить, а потом этим тихонечко воспользоваться. Дело не в этом. Дело в том, что вот такой вот лихой новостью взбудоражена такое общественность, что 31 миллион разовой взятки, 31 миллион. И 500 миллионов найдено при обыске. Арест губернатора — это вам не хухры-мухры. Это фигура видная. Комары, конечно, его кусают, но они не падают замертво, как бывает у человеков. Увидели людей там, и сразу упали на 4 кости, начали, крестясь, причитать. Дело не вот в такой светлой фигуре. Дело в том, что когда этот губернатор, а избирался он буквально в 2020 году, пандемийно-ковидном этом году, люди голосовали за него с таким значительным перевесом 78%. Вот этот человек, когда становился на эту должность, на этот пост, естественно, проходил определенную сито проверок. Проверялись его декларации, проверялись его имущество и доходы наверняка семьи, жены, там как-то. Вот эти проверки были с администрации президента, потому что поставляется такой человек, администрации президента. То есть эти были в проверке проведены. Но они ничего не обнаружили такого подозрительного. Ну извините меня, это человек не скурвился за полгода. Естественно, у него были подвижки к этому еще раньше, еще прежде. Тот же самый подаренный ему Мерседес за 5 миллионов рублей. Ничего не обнаружено. Пройдя через это сито, которое регулируется, такой регулируемый функционал имеет, оказался чистым и честным. И проголосовало за него при этом, при всем, когда он был преподан народу как честнейший типаж, 78%. Зная, как у нас голосуют за Эдру, а Белозерцев является членом Единой России, скорее всего, большая часть этих проголосовавших явились людьми пригнанными, подневольными рабами, которых пригнали из бюджетных организаций, это были военные, полицейские, пожарные, скажем там, больницы. То есть все вот эти люди, которые проголосовали за него, оказалось 78%. Ну, может быть, часть та, которая, являясь политически незрелыми, шла, как и большинство, туда. Ну, может, это бабушки, дедушки тоже в том числе, которые часто у нас голосуют за никакую, лишь бы перемены не было. Да главное, не было бы войны. А они идут и голосуют хоть за что. Сама партия, которая продавила вот этого туда, вот, Единая Россия, старается всеми силами показать, что она действительно является партией воров и прости господи, туток. Вот те самые события, которые последние происходят, с разными, не только с Белозерцевым, с разными вот этими губернаторами, показывают, что это вот такая партия у нас. Проголосовал народ, я сказал, да. Ну вот, как получается, 10 человек пришло, 8 из них пригнано, 2 только лишь пришло свободным волеизъявлением и проголосовали, скорее всего, за. Так и получилось, что вот эти 80%, 78% получились голосование за, поскольку
2% проголосовало против, они пришли действительно отдать голос как должно и считают неправильно. Ну, у нас ядра продавило все, достаточно громко объявив 78% за нынешнего губернатора, который буквально через полгода оказался замешан в таком вот скандале. Вот бы пройтись по всем губернаторам и мэрам, даже таких захолустных городов, как Краснотурьинск, Арпинск, Серов, Волчанск, там еще где-то такие городишки небольшие, которые находятся в захолустье. Вот по таким бы местам пройти, по городам, по губернаторам, я бы уверен, что хватило бы и на выплаты многодетным семьям, и на поднятие пенсий старикам, и на другие какие-то проекты. Хватило бы. Но пока только у одного Белозерцева нашли 500 миллионов. А сколько там Вова Путин кинул во время пандемии на выплаты граждан? Сколько было пафоса и пара выпущено в глаза? Аж глаза защипало с этого. Умилились люди. Все-таки человеческое лицо-то у нашего ли? В той же квартире чиновника из Пензы нашли коллекцию дорогущих часов. Вазы какие-то инкрустированные драгоценными камнями. Нахуй ему надо это было? Какому бесу? И при этом все это барахло и цацки эти все хранить дома. Кадры этого казнокрада в свободном доступе. Видео, фото. Для чего все это нам выкладывают? Или точнее, за кого нас с вами держат? Ну хапнули вы этого оленя. Многим мыслящим стало просто ясно, что все это ваши декларации в свободном доступе и отчеты, которые мы можем посмотреть, об их доходах, это полнейшая липа. А мы здесь работаем, чтобы сказку сделать былью, а? На примере вот этого Белозерцева мы видим, что его изъятые 500 миллионов ни в каких декларациях и не отражались. Поэтому все остальные такие же чиновники, которые могут хапать и хапать, под подушку пряча, вы никогда об этом не узнаете. Никогда. А еще сколько недвижимости записано на близких, на дальних, на простых управляющих. Об этом пока еще молчат. И многим из нас вроде бы тоже, да пофиг, хапнули этого козла и хрен с ним. А политично рассуждаешь, клянусь честным словом. Не понимаешь политической ситуации. Но в природе не все так. Если где-то убыло, значит где-то прибыло. А убыло у нас с вами из наших карманов. Они богатеют, а мы нищаем. И это аксиома. С вами Алексей Скандальный.